Вот такую обалденную вкусную шарлотку я сегодня приготовил. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Так получилось, что я давно не занимался выпечкой. А дрожжевое тесто не хочу ставить, потому что у нас на кухне прохладно, и иначе неизвестно, как это дрожжевое тесто меня поведет. Но я решил сделать себе шарлотку. Как в каждой семье, мы покупаем фрукты, вначале все кушают, а потом резко никто ничего не кушает. И фрукты остаются. В моем случае яблоки уже лежали 2 недели, и чтобы не испортились совсем, я решил их израсходовать и испечь что-то к чаю. Посмотрите это видео, может быть, я делаю немножко по-другому, чем вы, и, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое к чаю, почему бы и нет. А чтобы время терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. Итак, практически все, что мне надо, здесь на столе я приготовил. В первую очередь я сделаю, мы порежем яблоки и сюда отправим в миску, чтобы все было у нас наготове. Сейчас сердцевину мы с ним вытащим. Мы возьмем 5 яблок и покрышим маленькими кубиками. А одно яблоко я хочу порезать и сложить на донышко формы, потому что то, что будет на дне, это окажется потом сверху. Потому что мы перед тем, как подавать, мы эту шарлотку перевернем. И делаем сравнительно мелкие кубики. Кожу с яблока я не снимаю. Отправляем сразу же в миску сюда. Итак, это мы отправляем теперь в миску. Так. А теперь я сюда в миску немножко добавлю лимонной кислоты и хорошо перемешаем, чтобы яблоки у нас не потемнели. Лимонную кислоту. И немножко добавим корицу. Яблоки любят корицу. Вот, достаточно. И как следует сейчас я перемешаю, чтобы они быстро у нас не потемнели, потому что яблоки имеют свойство темнеть на воздухе. А лимонная кислота должна остановить потемнение яблок. Так. Теперь мы возьмем еще одно яблоко, отделим от сердцевины. Сейчас посмотрю, если на понадобится, то еще одно яблоко возьму. Ну, и порежем дольками. Вот так. Здесь у меня форма уже попрыскана пеканым маслом, и еще сложила я бумагу на всякий случай, чтобы ничего не пригорало, не приставало. И дольки, то, что мы сейчас нарезали, я хочу вот так сложить снизу. То все красивее будет. Потому что это дно будет, окажется, у нас сверху, мы перевернем нашу шарлотку. Вот так. Это такой узор у нас будет. Итак, взял миску, теперь мы сюда вбиваем 6 яиц комнатной температуры. Духовка у меня нагревается до 170 градусов уже. Теперь мы сюда добавляем щепотку соли. Для баланса всегда добавляю. В оригинальном рецепте было добавлять все кружками. Я добавляю кружку, но я в то же время уже посмотрел на весы, и здесь 300 грамм сахара. И ванилин.
И сейчас это нам надо все сбить. Начинаю с маленьких оборотов и потом обороты увеличиваю. Итак, яйца у нас сбились. Смотрите, какая воздушная масса получилась. И теперь сейчас я миксер уберу. Сюда добавим немножечко муки и постепенно будем муку вмешивать. Постепенно. Чтобы тесто оставалось воздушным у нас. Так, поворачиваем и постепенно вмешиваем муку. Так, теперь опять добавляем муку. Здесь у меня 300 грамм муки. Так что в это тесто входит у нас 6 яиц, щепотка соли, ванилин, 300 грамм сахара и 300 грамм муки. И яйца должны быть комнатной температуры. И постепенно, потихонечку вмешиваем муку в тесто, чтобы воздух тесто у нас не потеряло, чтобы все еще оставалось у нас пышное и легкого. Как вы видите, мука вся уходит, мы опять сейчас муку добавим. Теперь мы возьмем пекарный порошок. И добавим сюда. Так. Пропустим через ситечко. И оставшуюся муку сюда. Так. И продолжаем мешать. Так. И теперь мы сюда высыпаем все наши яблоки. Так. И продолжаем замешивать. Чтобы яблоки полностью перемешались у нас с тестом теперь. Так. Теперь беру форму и все выливаем сюда в форму. Так, сейчас я возьму вилочку. Так, духовка у меня нагрелась до 170 градусов, и будем выпекать примерно час. Но смотрите в своей духовке сами, потому что духовки у всех разные, и в данный момент у нас еще холодно на кухне, что, может быть, пойдет немножко больше даже времени. Ну, смотрите и проверяйте с Пашкой. Так что с Богом. Вот такая прелесть у нас вышла шарлотка. Выпекал я 170 градусов точно 1 час. Дадим остыть и тогда вытащим с формы. Вот такая прелесть получилась. Смотрите, какая прелесть. Честно говоря, выглядит очень аппетитно. Так, шарлотка у нас остыла. Очень легко вышло все с формы. И теперь мы посыпем немножко сахарной пудры сверху. Конечно, сахарная пудра будет таять там, где у нас яблоки. Но все равно будет, для красоты будет красиво. Так, этого достаточно. Ну, вот такой результат у нас получился. А теперь попробуем, покажу, что в разрезе. Она еще совсем не остыла, но все равно можно разрезать. Еще вовсю пар идет. Посмотрите, испеклось тоже хорошо все. Итак, сегодня я вам поделился еще одной идеей в качестве выпечки, в моем числе шарлотка. Идея на шарлотку получилась то, что я сегодня хотел уже выпечкой заняться. И хотел делать
пирожки с повидлом, жареные на масле. Но это сдобное тесто, так как у нас сейчас на кухне немножко прохладно, я думал, что у меня возникнут проблемы с этим тестом. И меня выручило то, что у меня были куплены яблоки, смотрю, никто не ест, и я решил израсходовать, и так получил идею для шарлотки. Как вы видите, получился обалденный, аппетитный пирог. Выпекался на 170 градусов в течение 1 часа. Когда вы вытащите с духовки, сразу не переворачивайте, дайте немножко остыть. Нам торопиться некуда. И вот как раз я остыл, перевернул все на донышке, так хорошо вышло все с формы, что то, что и надо. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое или попробовать сделать то же самое. Почему и нет? А на этой аппетитной ночи хотелось попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.